Ну что, прошло 4 с небольшим года с нашего последнего видео. Многое поменялось, поменялся я. Ну как это бывает, старая обувь изнашивается и приходится переобуваться. Поэтому то, о чем я говорил, оно наоборот свершилось. Я стал тем самым переездуном в Питер, бегущим от себя за лучшей жизнью. В какой-то мере моя жизнь стала действительно лучше, но от себя я так и не смог убежать. Все-таки сибирская депрессия, она никуда не девается, она лишь только приглушается различными отвлекающими моментами. В общем, сгонял я, в одну весну в Питер. Там, собственно, познакомился с лейдис, и как-то закрутилось, понеслось. И вот наступила осень, очередная поездка. Всеми известные нам события и планы на 2023 переменились на здесь и сейчас. Планировалось быть нормальным человеком, ходить на работу, там, вот это вот все, счастье. Но я не смог себе наебать. Я все такой же распиздяй, не люблю работать, нахуй, не люблю ответственность. Я обрел старого себя, ушел отчасти, в панк-рок, вернулся к своим корням, почувствовал вторую молодость здесь. Куча новых знакомств, после расставания я горевал примерно неделю, а потом понял, что охуеть, у меня же целый город, неебаных телок, и можно изучать его географию путем тиндер-свиданий. Успел сменить несколько, работ, все это, максимально нестабильно. Сначала собирал катки, со всякими скинами и панками за копейки, нахуй. Уволили к хуям. Потом, поработал в магазине паленых Стоун-Айлендов, в царстве сказок, где тебе надо втюхивать паленые тряпки всяким долбоебам и верить в это говно. Затем в метро монтажником вентиляции, где надо быть технарем и совком, но опять же, я не из таких людей, поэтому я заработал там синусит, оттусовался 15 дней на больничном и спустя одну смену съебался оттуда в страхе. И вот уже полгода я безработный. Особо ничего не поменялось, потому что когда я работаю, денег нет и есть долги. И когда я не работаю, та же самая хуйня, только, мне не надо никуда утром вставать. Заранее, чтобы не было вопросов, я не сижу на солях, не торчу, как все предполагают, потому что я очень худой. Все у меня здорово. Наркотики вредны для вашего здоровья, ребята. Грустно, конечно, что когда ты был каким-то микроселебрити у себя в городе, ты приезжаешь в большой город, ты действительно становишься, очередной частицей этого комьюнити, растворяешься. Здесь ты начинаешь свой творческий путь заново. Ты здесь никто, известен малому кругу лиц, нужно налаживать связи, нужно о себе заявлять. И, конечно, это очень сложно делать там, где уже, как говорится, места насижены. Но в целом, я не парюсь на этот момент, я просто продолжаю рисовать и кайфовать в моменте. Я уже не ставлю какие-то ценники высокие, мне вообще уже похуй, даже если уже это не будет продаваться. Главное, что я этим занимаюсь. Это пошло с 4 лет, и это, думаю, неизменно всю жизнь. И все-таки в первую очередь я это не для денег делал, поэтому, похуй. Прижмет, походу придется пойти поработать опять. Вот, все-таки я настоящий бедный художник. Когда мы снимали первое видео, во-первых, это был увлекательный момент, что это действительно была, наверное, моя последняя неделя в Железногорске. И все это выпало на золотую, красивую осень, и я очень доволен, это зафиксировалось. Я всегда, когда скучаю по родине, я пересматриваю это видео, мне становится легче, это моя психотерапия после клана Сопрано. Конечно, да, смешно слушать то, что говорил тогда и что сейчас происходит, но я думаю, в этом весь и прикол жизни, что ты не зарекаешься, ты не знаешь, как будет, и когда такие вещи фиксируются, ты можешь анализировать, как меняется твоя личность. Видео, конечно, пиздец, какую роль сыграло. Обо мне узнали в других городах по стране.
Не сказать, что это, конечно, принесло каких-то охуенных плодов в плане. Все осталось так же, я такой же бедный мальчик рисую. Просто знаю, что в городах есть люди, которые восхищаются, следят за мной. Ну, это просто какой-то прикол, типа. Ты как даешь о себе знать большому количеству людей. Ну и да, это, конечно, сыграло большую роль для моих перемещений, в принципе, потому что я до этого сидел в Красноярске, а стал вот летать в Москву ежегодно, а там и Питер, и вот как-то, блядь, хуяк, и вот я теперь уже тут сижу, единственное, перемещаться уже почему-то никуда не охота, как будто это была моя конечная цель, блядь. Сейчас я проживаю свою самую лучшую жизнь, я считаю. Я просто богемный человек. Я снизил свои какие-то аппетиты просто до минимумов, потому что все остальное у меня в достатке. Мне лишь бы сиги, кофе, еда и материалы для рисования. Остальное поебать. Я и так прекрасен в том виде, в каком я есть. И девки меня любят, и это тоже самый главный показатель. Переехав в Питер, я обрел новые навыки. До этого я просто хуярил баллончиками, акрилом, ну, все такое уличное, базовое, стандартное. Здесь как-то, короче, граффити вообще стало отходить на задний план. Стало, может быть, даже лень уже его делать, еще что-то. Ну, просто потерялся азарт. Зато открылась новая ачивка. Я стал действительно вот этим питерским андеграундным художником. Я освоил масло, перешел сугубо в холсты, в какое-то макетирование. Но я даже сказал бы, что творчество стало действительно более интереснее, интерактивнее. И попав в определенные творческие круга, меня уже приняли как своего. И мне не хватало, на самом деле, этой прослойки в Сибири, потому что все какие-то городские сумасшедшие и охуенно талантливые люди с харизмой и своим каким-то видением мира, которое далеко не всем понятно. И вот здесь я себя нашел очень сильно. Бля, в Питере, конечно, угарная вот эта культура артефактов. Улицы, блядь, просто тебе делают подарки постоянно. Без приколов. Ну, здесь, естественно, какая-то культура потребления более прогрессивная, что ли. Люди, например, понимают, что если ты не носишь вещь, не обязательно ее, блядь, выкинуть нахуй, разорвать или еще что-то. А они ее там стирают, складывают. И поэтому, блядь, я тут уже столько хуйни на улице понаходил. Шерпы, куртки-пилоты, штаны, ремни, там ебанешься нахуй. И они все выглядят так, будто я их не с мусорки взял, с бака, а как будто вот, ну, я в бутик зашел, в секонд-хенд, блядь, селекционный, и купил себе. И все оно еще почему-то моего размера, и в этом вообще самый прикол, наверное, всех этих находок. И это стало каким-то азартным развлечением. Типа невозможно пройти мимо бака и так случайно глазом не пальнуть, а не лежит ли там чего интересного, блядь. Вкусвилл, как оказалось, его обносить только надо, не надо там ничего покупать, блядь. Охуенная система, опять же, памятка для остальных. Вас не ведут к охраннику, не вызывают мусоров, а просто просят все выложить, желают хорошего дня и отпускают. Поэтому, блядь, шоплифтеры берите на заметку. Выжить в Питере очень легко. Самое сложное было в переезде, это, конечно, бороться со своими демонами, потому что, ну, Петербург просто располагает с пиваса к хуям. Вся вот эта вот достоевщина, желтые дома, наличие баров, фриков, богемной жизни и прочего. Здесь произошла самая, наверное, блядь, ебнутая ачивка. Я впервые попал в запой, я пил 26 дней, просто без продыху, блядь, нон-стопом, каждый день, блядь. И все это кончилось тем, что у меня, блядь, начались судороги в магазине, когда я себе покупал минералочку с похмелья, блядь. Я присел на очко и почувствовал, блядь, себя живым. Но я после этого, конечно, взял перерыв на неделю, и меня хватило только на неделю, и дальше, ну, как бы, все продолжилось. Очень неохота умирать, пиздец, просто, бля, жизнь такая прекрасная. Ребята, кто вот будет это смотреть, если ты сидишь и ноешь о том, какая, блядь, жизнь несправедливая, какая она ебаная, как сейчас тяжело, чувак, нахуй, просто, блядь, ущипни себя, нахуй, потрогай, блядь, одежду свою, блядь, маму свою обними, блядь, прижмись к ней щекой и пойми, что ты живой, и это, сука, самое, блядь, драгоценное, блядь, подарок вообще, который тебе дан в жизни, нахуй.
Лежать в земле и гнить, нахуй, любой лох может. А вот, блядь, прожить эту жизнь, блядь, еще и умудриться в ней радоваться, кайфовать и вообще чувствовать ее, это, блядь, удел сильных людей. Поэтому, блядь, когда мне приходят какие-то тяжелые мысли, и вот я на секунду задумываюсь такой, вот сейчас бы нахуй просто свернуть себе шею, забыть, блядь, об этом всем. И я такой, да ну нахуй, я, блядь, классный мэнчик, нахуй, нихуя я талантливый, блядь. Мне, блядь, женщины, нахуй, в кровать падают. Я тут, блядь, идеи классные придумаю. У меня там еще, в принципе, планы есть на выходные, как минимум. Не знаю, пиво попить, блядь, да с друзьями увидеться. И вот сейчас просто посреди вечера, нахуй, от какой-то усталости и тусклых мыслей обрубить, нахуй, все эти планы? Ну нет. Долги за меня тоже никто не раздаст, поэтому я на этой земле остаюсь. И моя вообще золотая мечта дожить до мега преклонного возраста. Вот знаете, когда старики под себя уже срут, не понимают, кто они, нихуя не видят, тогда, я считаю, можно достойно умирать. Потому что, я думаю, ты и сам даже не заметишь, как это произойдет. Ты просто испаришься на блаженном. Поэтому да, ребята, кому сейчас тяжело, блядь, я с вами, но поверьте, кому-то сейчас еще хуже. Поэтому да, всех люблю, всех обнял, никакого суицида нахуй. Кто суициднется, того рот ебал. Я задумывался о том, каким я вижу свое будущее. Честно говоря, мало вообще как-то его представляю, потому что все реально так сумбурно, интересно складывается, что, по идее, должна была наступить какая-то стабильность и какая-то определенность, а на деле все пошло совсем по другому пути. В своих влажных фантазиях я, конечно, живу в лесу, в избе с собакой, далеко от всех, читаю книги, ну просто же живу какую-то адекватную, здоровую жизнь. Либо я живу в большой мастерской, где рисую, делаю какие-то проекты, хожу в своем охуенном халате, блядь, в тапочках, нахуй. У меня сидит какая-нибудь очередная муза, и я делаю деньги на творчестве. Но все как-то складывается не так. Мне почему-то, блядь, вот видится единственным реальным будущим, что я стану каким-то сумасшедшим, просто пропоенным художником, который нелепо погибнет в какой-нибудь драке возле бара из-за того, что, блядь, сигарету стрельнул не у того. Не знаю, либо останусь одиноким и забытым человечком, о котором потом просто даже не вспомнят. Стал часто тоже думать о всяких надгробиях, всякой хуйне, потому что здесь очень много кладбищ, и я полюбил эту всю эстетику, хожу по ним, там, втыкаю. Действительно, соберетесь в Питер, посещайте кладбище, это, бля, пушка нахуй. Была всякая хуйня в духе поставить памятник, где стою в полный рост, у меня рука еще так стоит, чтобы в нее можно было, короче, стакан налить, какое-нибудь, сенсорное дерьмо, в котором, типа, просто идет запись моего голоса в духе, чтобы ты мог пить со мной, и я такой, ага, да, а че он? Ебал ее? А ты че? А есть сига, нахуй? Пацаны, на галиках приехал. Ну, что-нибудь интерактивная, короче, могила, чтобы как будто ты с живым челиком общаешься. Вот, была еще тема, чтобы из надгробного камня я вылазил наполовину с жестом, типа, есть сига, нахуй. И мне, типа, вставляли сигаретку в пальцы, нахуй. Вот эта тема с кей-попом, конечно, прикольная. Базару ноль, до сих пор угораю с этой хуйни. Но знаете, я живу недалеко от этажей. Это такое пространство, где как раз кей-поперы ошиваются. И, честно, мне кажется, они недостойны топтать мою могилу, блядь. Пусть они, нахуй, друг друга там топчут, блядь. Я бы все-таки, наверное, сделал какое-то, блядь, пространство для пацанов с пивом. Может быть, мангал было бы охуенно на могиле, чтоб реально был мангальчик и там нанять человечка, который, дровишки подкидывал, тентик, вот такую чисто, блядь, беседка на кладбище, блядь.